Ребята, всем привет! Это Саша Сова, преподаватель вокала! Я сегодня хочу с вами обсудить такую интересную тему. Это вокал 3 вокалистов группы Ария. Не так давно я обсуждала подобную историю с группой Slot, и также когда-то у меня было видео с группой Nightwish. В принципе, вам такой формат, по-моему, заходит, судя по просмотрам. Кстати, с Nightwish, может быть, стоит и переснять что-то новенькое сделать, но не суть. Кстати, напишите, хотите или нет. И вот сегодня я решила сравнить вокалы 3 вокалистов группы Ария. Это Валерия Кипелова, Артура Беркута и Михаила Житникова. Если честно, я не сильно в курсе биографии группы, и вы, кстати, мне можете здесь чувствовать себя свободно, подсказывать, исправлять в комментариях, рассказывать какие-то байки из склепа, потому что я знаю, что истории вот этих вот всех смен вокалистов, они достаточно токсичные, но в целом это не суть видео. Нам с вами здесь интересно обсудить вокал, vocals. И, конечно же, я могу сказать, что когда я была маленькая, еще училась в школе, группа Ария для меня была была таким крупной фигурой была в моей музыкальной жизни. Я реально была фанаткой, и Кипелов был мой краш. Поднимите ручки, если Кипелов был ваш краш. У них были очень готичные клипы, особенно в той песне, которую мы будем с вами разбирать сейчас. Мне прям нравилась эта эстетика, да, то есть я прям кайфовала от группы Ария. И вот давайте попробуем разобраться, в чем разница между вокалами всех вокалистов, в чем особенности, у кого какие отличительные фишки, и да, погнали. Начнем с Валерия Кипелова. Вы тут не пугайтесь, что я буду менять ракурс, потому что видео все разного формата. Я уже планирую, что я немножечко по-другому далее буду это снимать, просто так как-то вот мне сейчас комфортнее. Вот, погнали смотреть «Осколок льда» с Кипеловым. Песня, кстати, будет «Осколок льда». Заценим, чё как поет Валерий эту песню. О, чувствуете олдскулы? MTV! Это MTV! Прикиньте, такое можно было раньше на MTV. Ночь унесла тяжелые тучи. Ох, хорошо. Но дни горьким сумраком полны. Мы расстаемся, так будет лучше. Вдвоем нам не выбраться из тьмы. Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста. Все исчезло, не оставив и следа, и не знает боли в груди осколок льда. Давайте сейчас немножечко тормознем. Да, я сейчас буду рассказывать про какие-то фишки, которые я слышу, вижу, и то, что как раз-таки называется уникальным тембром, да, то есть как раз-таки я уже в прошлом своем видео, я как раз снимала тоже видео про дуэт Тарьи и Кипелова, кстати, который мне не очень понравился, посмотрите. Я могу сказать, и я повторюсь, что у Валерии очень-очень запоминающийся тембр, и есть какие-то штучки, вот, которые, например, бы у других не прокатили, вот, посмотрите, например, вот здесь. Ночь, ночь, да, то есть вот эти вот подъезды такие интересные. Многие преподаватели по вокалу бы сказали, что это что-то неправильное, да, что красиво, не вокально, так нельзя, но можно. Унесла тяжелые тучи. Унесла, там чуть-чуть слепились структуры и проскочило расщепление, но в целом Валерий, он как бы не особо расщепитель был, вот, и есть. Больше он поет чистым вокалом, да, насколько я помню, поправьте меня, если это не так, я могла что-то пропустить, но я думаю, что даже если какое-то расщепление цепляется, это что-то случайное такое, но в целом, как бы, склонность есть к этому. Но дни горьким сумраком полны.
Вибрато такое тяжелое, да, такое массивное, да, вибрато тоже очень на грани история, потому что по правильным каким-то канонам, да, по правильным там канонам академического вокала, еще какого-то, да, то есть вибрато тоже такое должно быть достаточно аккуратное, но здесь это отличительная черта артиста, скажем так. Мы расстаемся, так будет лучше. Вот эти узкие звуки лучше, они у него такие достаточно интересно сделанные. Мы расстаемся, так будет какой-то такой, то есть вроде какая-то есть позиция, да, вроде какой-то объемчик есть, звук достаточно назальный, плюс еще вот это движение, да, лучше, лучше. Вдвоем нам не выбраться из тьмы. При этом присутствует такое, знаете, полетность такая присутствует, и слышно вдвоем. Он достаточно хорошо выпускает воздух, то есть он нету такого, что он прям сдерживает поток, что он специально делает плотное смыкание или специально его утолщает. Нет, достаточно все естественно, он прям на выпуск все пускает, и, ну, достаточно свободно это все у него звучит. Я любил и ненавидел. Ну и, в принципе, отличительная черта Валерия Кипелова — это как раз-таки его прекрасные, высокие, стабильные ноты теноровые, да, которые прям летят. И заметьте, как он их запускает. Оп. Я любил и ненавидел. Такой fade away делает, да, своим вокалом, то есть помимо того, что он просто красиво взял эту ноту, он еще делает там какие-то эффектики. Я опять же, кстати, не знаю, осознанно, неосознанно, либо это как-то вот природно, он умеет вот это вот все как-то так балансировать, распределять, но звучит красиво. Но теперь душа пуста. Да, такой оу! Достаточно круглый такой звук, да, то есть достаточно плотный звук, как будто все вот поет человек и поет, да, то есть нету каких-то сложностей в восприятии этого. Звук достаточно плотный, но при этом слушается очень хорошо, то есть без надрыва. Все исчезло, не оставив и следа, и не знает боли в груди осколок льда. Но жизнь не для тех, кто любит сны. Мы слишком долго выход искали, но шли бесконечно вдоль стены. Я любил и ненавидел. Чуть-чуть иногда бывает немножко такие косячки по нотам на высоких нотах, но это живое выступление, в целом пофиг. Красивый интервал на бэк-вокале идет тоже. Ну, давайте мы с вами пропустим тут соло, хотя я безумно люблю вот эту часть. 100% откуда-то стащили. Я как будто бы не слышу вот этих инструментов, которые играют здесь, какая-то симфоническая история. Возможно, это чисто было для эфира, либо просто не зашло в эфир, не вышла эта история, не слышно. Каждый сам пусть каждый сам находит дорогу. Очень вот здесь вот
прям очень академично было. Причем, знаете, не академично с точки зрения оперно, нет, скорее чутка староэстрадно так, да, то есть раньше так вот уже эстрадный вокал пелся, но, опять же, с учетом того, какой у Валерии в этом плане бэкграунд и, скорее всего, образование, я не имею в виду вокальное образование, я имею в виду вот это наслушанность, да, то есть что люди раньше слушали там какой-нибудь Вертинский, вот эта вот вся история, вот в эту вот туда вот слушаются такие нотки, вот, поэтому да, то есть это не академизм, не могу сказать, но это вот это такая классическая старая эстрадная постановка. Опять же, не могу сказать, что это плохо, нет, это очень suitable для этой песни, для этого жанра, для хэви-металла, вообще супер, идеально, классно подходит. Не вижу у Валерия здесь, кстати, каких-то таких различных историй по смыканиям, все достаточно однородно, то есть это такая, знаете, редкость, когда человек плюс-минус поет одним и тем же приемом, одним и тем же смыканием, практически слегка, может быть, меняя как-то работу, но ничего глобального, даже особо перемены сильных смыканий я не слышу. И удивительно, да, при этом звучит хорошо. Погнали дальше. Мой путь будет в 100 раз длинней, но не виню ни черта, ни видите, не слышно инструментов. Бога. За все платить придется мне. Красиво. Очень красиво. И даже расщепление прошло. И сейчас скажу почему. Ни черта, ни Бога. За все платить придется мне. Он небольшой здесь делает такой подъезд на букву Л, чуть-чуть усиливает смыкание здесь. За все платить. Платить, да, и получается Л, вот это, когда я ребят учу расщеплению, есть у меня, значит, один такой секретик с буквами-помогаторами, да, у меня есть, кстати, на эту тему видео отдельное, вы можете посмотреть, там я говорю о том, что некоторые буквы способствуют выходу на расщепление, если их продлить, да, и спеть определенным образом, и вот здесь, я не знаю, автоматически или специально сработала вот эта история, что буква Л была продлена, на ней как бы сделан слайд, гортань автоматически подъехала наверх и прошло расщепление, то есть структуры схватились, которые дают расщепление, да, вот, так что красиво, очень красивая кульминация, прям мурашки пошли. И вот уже третий раз я замечаю но теперь, вот на этой нотке я слышу косячки немножечко, каждый раз вот он здесь не попадает, но пофиг. Опять же, если продлить эту «не», будет лучше. Все исчезло, не оставит и следа, и не знает боли, груди осколок льда. И не знает боли, груди осколок льда. Все вместе. Хорошо. Ну, здесь как бы просто вокалист, он из-за того, что пускает на него много воздуха чуть-чуть вот тут, ща. Хотя не, Валерий громче, говорит с расщепом. Чуть-чуть, да, вот я бы здесь, может быть, подуменьшила бы придыхание, и пошла бы, может быть, чуть ровнее нота тогда, да, то есть косячно, но в целом, опять же, живое выступление, стадион, все в рамках вполне себе вот допустимых историй, очень хорошо звучит, то есть я просто докапываюсь, потому что я типа здесь сижу для этого, да, с вами обсуждаю, вот увидела что-то поговорить о чем, вот и говорю, но в целом это как бы, если бы я была просто здесь как слушатель, я бы не обратила на это внимание специально. Еще раз.
Интересно, так, что здесь сделал? Сделал йодель или нет? Думала йодель там, но нет. Можно йодель было сделать, но это так, мои предпочтения. Ну что, друзья, посмотрели Валерия Кипелова, звучит прекрасно, звучит хорошо, живое, прекрасное, стабильное выступление. Замечаем, да, что в силу жанра, может быть, в силу песни, в силу особенностей голоса, достаточно one-trick pony такая история, да, то есть, типа, человек поет одинаково, но, конечно же, с нюансами, но работа, вот, которой он пользуется, она не особо разнообразна, это не минус, это просто факт, да, то есть вот так это работает у него. Давайте мы сейчас с вами переключимся на Артура Беркута и послушаем ту же песню. Здесь совершенно другая история, может со стороны показаться, да та же фигня, тот же вот этот вот рок-вокал, тот же вот это вот все такое академичное, на самом деле нет, сразу нет, обратите внимание еще раз. Ночь. Четко он вступает сразу, без вот этих валеровских подъездов, типа «А ночь унесла», да? То есть нет, здесь сразу «Ночь унесла тяжелые тучи». И вокал звучит по-модерновее чуть-чуть уже, да, помоднее, ну прям по-ракешнее так. Но дни, да, такие сбросы прикольные, но дни, выдох в конце. Вибрато другое, да, то есть оно тоже достаточно массивное, оно более короткое, он так долго не протягивает, и есть вот эта особенность, когда полны, он делает прикольные сбросы вот эти вот, и он так не округляет, да, то есть он звук, позиция у него не такая немножечко объемная, да, более такой в хорошем плане, в хорошем смысле более плоский звук. Тоже мы расстаемся, только на ё есть какой-то такой подъезд, но видите, такой более категоричный вокал, да, с точки зрения тембра, более вот резкий такой. Интересно, отражает ли это личность? Кто разбирается, расскажите мне. Хорошо, красиво. Я любил и ненавидел, такие прям, вот смотрите, какие четкие атаки и какие акценты, да, я любил. Ненавидел. Не могу сказать, что это ненавидел, мне понравилось, тут никаких ошибок нет, просто, ну, особенности подачи, да, которые, допустим, близко или не близко. И вот здесь получается, что вот это я не, более такая скандирующая, да, такая подача получается у него. Но теперь неудобное место, никому неудобно, вижу, что прям, хотя поет хорошо это место, но все равно тоже два акцента, но теперь вайб как будто бы другой, даже вот в посыле песни, да, по-другому он читается, то есть немножечко, ну, другой человек поет, да, это очевидно, но уже вот даже песня воспринимается менее романтичнее, она больше драматична здесь, да, у Кипелова все-таки немножечко такой, знаете, вайб уже
ты чувствуешь этот вайб прошедших лет от того, что я любил и ненавидел когда-то давно. А здесь ты чувствуешь, как будто вот прям сейчас у человека горит жопа прям. Не знаю, вот я уже в прошлом видео сказала, я не знала, что меня до сих пор так трогают песни группы Ария, особенно старые, блин, и у меня аж слезы потекли. Может, просто из-за того, что у меня сейчас сложный период, бля, я не планировала плакать, но не знаю, прям вообще, прям я что-то расчувствовалась жестко, послушав эти песни. Я поняла, почему я их перестала слушать в свое время. Я уже думала, что меня вообще не парит группа Ария. Ну, я думаю, какие-то конкретные песни, которые они у меня связаны там, ну, это, короче, они возвращают меня там в юность и все такое, но сейчас, конечно, они не поэтому меня стригерили, но... Короче, я в прошлом видео вам говорила, что я сейчас слегка эмоционально нестабильна, пардон. Трогает, видите, трогает исполнение. Вообще, мать, ты чё, соберись. Как будто бы в вокале чуть-чуть прослушивается все время такой легкий драйвочек, такой вот около расщепления, такое вот прям на грани. Действительно более размеренный вокал, видите? Но шли бесконечно вдоль стены. То есть он как будто в клик постоянно поет, и в данном случае это хорошо звучит очень. Валерий Саныч все-таки так немножечко на рандоме периодически, это тоже красиво звучит, просто это опять же штрих к портрету, да, что более четко здесь человек все исполняет в плане именно вот каких-то там долей, там попаданий в доли. Опять же, просто факт, ни хорошо, ни плохо. Видите, но теперь прям. И не знает, прям твердые атаки такие, да, то есть не не знаю, не вот эти вот нежные мягкие подачи Валерия, а вот прям и не знает боль, прям переатаки такие, да, вот, прикольно. Промотаем солянку. Пардон, пацаны. Классное расщепление, красивое. Прям тоненькое такое, нежное. Пусть каждый сам находит дорогу. Мой путь будет в сотни раз длиннее. Да? Валерий Саныч бы успел... Валерий Саныч, я правильно его называю? Поправьте меня, пожалуйста. Мне кажется, правильно. Длиннее. Вот это вот было бы. А здесь чё? А здесь коротко. Путь будет в сотни раз длиннее. Не. Но не виню ни чёрта, ни Бога. Интересно. За всё платить придётся мне. Хорошо. Красиво. Да, Валерий Саныч, я погуглила. И еще раз слушаем вот этот момент. Когда я послушала несколько песен Арии после ухода Кипелова, для меня очень большая была разница в саунде вокала. Мне даже сначала не понравилось, потому что звук у Артура прекрасный, но было так, как-то это все звучало слишком скомпрессировано относительно того, как я
помню свои ощущения от Кипела. То есть, опять же, я сейчас говорю о своих ощущениях лет 15 назад, да, то есть я сейчас, если переслушаю, я по-любому уже по-другому буду это все чувствовать, и я, скорее всего, найду если я послушаю еще раз, я найду причину, да, какую-то техническую этому, но вот даже здесь, видите, воздуха, такого ощутимого воздушного потока мы не слышим в его голосе. Из-за этого, кстати, это была такая достаточно серьезная разница в саунде, в отличие с Валерием, да? Все четко, все толстое смыкание, да, вот прям без изменений. Тоже платить на ле, также расщепление. Вот, сейчас вибрато пошло. Вот здесь даже, заметьте. Вот спел, как по столу стукнул. Но, опять же, просто штрих к вокальному портрету. При том, что оба теноры, да, при том, что оба достаточно такие высокие, но как по-разному звучит, да, то есть прям вот две стороны одной медали, скажем так, да. Давайте. Интересно. Там началась вот эта вот история. Кстати, друзья, это называется хук. Кто пишет песни, запоминайте. Ну, тут поет зал, понятно, и я сейчас буду... Мне тут удобнее. Видите, сама облажалась. Что это? Что это? Так, ладно, пацаны, нормально, все, хватит. Короче, пошел джем, понятно. Так, давай, Артур, допивай. Пацаны, ну все. Ну там же все, да, что-то это я уже тупанула. Там уже все, уже дальше ничего не будет. Ну как вам, друзья? Видите, я даже порыдала впервые за всю историю канала, мне кажется, впервые я прослезилась. Ну, заметили, да? Вообще как все по-другому. Вообще. То есть, с одной стороны, как я уже сказала, да, вот вроде голоса похожи, стиль похож, вот это вибрато массивное тоже местами такое, да, песня та же, а как звучит иначе, да, то есть где-то и расщепление, хрипотца, немножечко более хэви-метально звучит, немножечко такое, знаете, в стиле какой-нибудь дизель-рок, не знаю, что это такое, то есть какая-то байкерская история немножечко больше началась вот с его
образом, с его подачей, да, то есть чуть-чуть другое, уже другая группа стала звучать чуть-чуть по-другому, не так, не знаю, как-то не так, знаете, как-то в другой вайб, то есть вот с Кипеловым какой-то вайб, знаете, такой вот был, какой-то такой неуловимый, какой-то такой вот готический, какой-то такой вот весь воздушный в плане, вот какой-то вайб, он такой несет другой, какой-то более умиротворяющий вайб. Беркут же несет более приземленный вайб, но это неплохо. Он несет какой-то больше, знаете, такой. Ну вот да, ты едешь на моцике куда-то вдаль, и ты один, и вот это вот все. Ну то есть, короче, совершенно другая история, более чувственная какая-то, как будто бы более человеческая, что ли, да, то есть какая-то такая история. Интересно. И, блин, я люблю эти песни, пипец, я сейчас опять начну рыдать, я сижу, у меня просто, остановите меня, не знаю, дайте мне таблетки, дайте бабки таблетки просто. Это просто какой-то трэш, я начинаю рыдать опять. Окей. Переключаемся на Михаила Житникова. Напишите мне, пожалуйста, сплетни по этому поводу, потому что я пропустила. Я была занята вокалистками Nightwish и сплетнями про них, когда там вот эта вот вся история с заменами происходила, и как мне кажется, это примерно происходило все в одно и то же время. И как мне кажется, кстати, у обеих групп в этот момент какой-то спад пошел после смены третьего вокалиста, хотя, опять же, я могу ошибаться, потому что я не в курсе, на 100%, я даже на 20% не в курсе, поэтому, друзья, пожалуйста, все, что вы знаете про смену вокалистов, про то, как пришел Михаил, на каких основаниях, почему и зачем, пожалуйста, ваши предположения в студию, да? Кстати, друзья, не забывайте, что у меня есть еще такая штучка, как супер спасибо, и совсем скоро я планирую сделать уже бусти, возможно, когда это видео выйдет, уже бусти я все-таки доделаю, потому что мне очень-очень нужна ваша поддержка, так как я делаю много музыкального материала, и плюс уже сейчас я занимаюсь своими песнями, я знаю, что вам нравятся мои песни, я знаю, что вам нравятся мои кавера, это дико дорого, короче, мне нужна ваша поддержка, давайте мне донатить, и я буду радовать вас классным, качественным роком и металлом, и экстрим-вокалом. Погнали! Ну и, конечно же, думаю, что на бусте будет какой-то тоже образовательный материал, почему бы нет. Так, давайте смотреть Михаила. Вот я не знаю, какой момент здесь посмотреть нам с вами что-то постарше или поновее. Давайте посмотрим вот это. Ну, 4 года назад выложили, а когда было это? Можете мне, кстати, сказать. Погнали слушать Михаила. Несла тяжелые тучи, но дни горьким сумраком полны. Мы расстаемся, так будет лучше. Вдвоем нам не выбраться из тьмы. Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста. Ой, мурашки опять. Все исчезло, не оставив и следа, и не знает боли, в груди осколок льда. Блин, а хорошо, вообще неплохо. Наверное, из всех вокалистов самые удачные высокие ноты у Михаила. Самые такие прям пронзительные. Здесь их, кстати, плоховато слышно. Может быть, мы найдем сейчас какое-то еще видео. Они прям такие яркие. Прям вот я сейчас сижу, услышала, ну, в других наушниках, услышала сейчас прям пронзительные они такие. Прям вот в момент, когда начались высокие ноты, я такая, хорошо. Но вообще, конечно, более вокальный вокал, что ли, наверное, я бы сказала, да? Более какой-то ровный, что ли. Ну, сейчас посмотрим. Еще раз отмотаем. Ночь несла тяжелые тучи.
Ну вот здесь, конечно, у каждого вокалиста своя фразировка, да, из них все абсолютно по-разному фразировку делают. Валерий Саныч, вот это все, Беркут вот так вот, Михаил что-то такое по-своему, ну то есть помягче как будто, попроще чуть-чуть, вокал попопсовее немножечко, да, то есть без всяких вот этих вот академических вещей, без всяких дизель-рок вещей, да, там каких-то, без хэви-металла, да, таких вот историй. Но дни горьким сумраком полны. Мы расстаемся, так будет лучше. Ну, тут не очень аккуратно, но в целом хорошо. Нам не выбраться из тьмы. Я любил и Очень красивые, высокие. Прям укольчик. но теперь душа пуста. Хорошо. Все исчезло. Прям очень стабильно, хорошо. Наверх прям очень вот то, как я люблю. Такой, знаете, собранный такой звук, такой затвангованный, тонкий и прям тебе в сердечко. И все. Вышли, да, и не знает боли, в груди осколок льда. Я помню все, о чем мы мечтали, но жизнь не для тех, кто любит сны. Мы слишком долго выход искали, но шли бесконечно вдоль стены. Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста. Красиво. Все исчезло. Ну, короче, спорная вибрато у Михаила тоже, но, типа, Михаил очень ровно звучит. А Михаил звучит, может быть, я начинаю понимать, почему на него много вылили какашек. Он просто хорошо поет. Он просто хорошо поет. В песни, которые, ну вот, мне кажется, что надо Михаила слушать по песням, которые с ним, да, то есть вот я слышу его прекрасную отличительную черту, которая мне безумно понравилась, это его высокие ноты, это его припевы, как он спел припев безумно красиво, да, как он «Пуста!» вот это тоже запустил, вот эту «Пуста», но это тоже очень классно, то есть просто я думаю, что быть третьим в данной компании достаточно сложно, да, какие-то свои вот, я думаю, что его голос просто раскрывается чуть-чуть в других вещах. Вот, кстати говоря, как я сравнила, допустим, да, там с Nightwish, вот эту всю историю, прям, блин, очень-очень интересное сходство, да, у первой вокалистки Nightwish особенный странный тембр, Валерия Саныча тоже. Вторая такая вся более попсовая, но с безумно узнаваемым тембром, здесь тоже. Флор Янсен, которая сейчас поет в Nightwish, у нее тоже вот эта история, что у нее-то тембр раскрывается офигенно на высоких нотах, да, а вот эти вот все вещи, которые с куплетами и так далее, там все круто, безумно круто, но достаточно, просто хорошо, просто замечательно, да, и это, опять же, не плюс, не минус, просто нету каких-то прям бросающихся в уши вещей, вот они есть на высоких нотах, они есть в припевах. И я надеюсь, что они это использовали хорошо, показали чувачка. Ну-ка, последний. Каждый сам находит дорогу. Михаил, спойте нам, пожалуйста. Мы тут, значит, собрались вас слушать, а вы не поете. За все Ну-ка. платить придется мне.
Да, все, кстати, трое делают здесь расщепление, возможно, неспроста. Красивый верх. Вот наверху у меня прям мурашки начинаются. Очень стабильный, хороший верх. Я! Вот это я очень классно. Прям вот да, вот эта его тема. Кстати, вот это я дико лайкую и дико плюсую. Ноты без вибрато. Друзья. Я жду еще ООО, Михаил. Пожалуйста. Ну что ж, друзья, я могу сказать. Сейчас посмотрим, может быть, я откопаю еще какое-то выступление, но хорошо, ну, я не знаю, что у них там случилось с их вокалистами, но, в принципе, все прекрасные. Так случилось, что у третьего... Вот я просто не понимаю, за что столько грязи вылили на третьего вокалиста. Я, знаете, прежде чем снимать видео, немножечко все-таки посмотрела какие-то вот эти вот особенности, что фанаты, конечно же, не приняли, не сразу приняли, да, Михаила. Конечно же, после такого яркого артиста, как Беркут, сложновато потом перебить, да, и особенно после Кипелов и Беркут, да, то есть такие достаточно харизматичные очень люди. Здесь всем пофиг, конечно, на личности, что человек чувствует. Просто, мне кажется, очень тяжело петь вот эти чужие песни всегда, и это большая удача, если человек может спеть их по-своему. Это не всегда тоже зависит от того человека, который поет. Может быть, у него были какие-то идеи тоже, может быть, ну, непонятно, во многих местах есть где-то даже сходство в исполнении между всеми ними, возможно, была какая-то установка, возможно, тоже были какие-то правила, я этого не знаю, можете тоже, пожалуйста, рассказать мне. Вот у всех троих есть какие-то свои уникальные особенности. И вот как раз у первых двух это какие-то тембральные особенности, какие-то фразировочные особенности, да, то у Михаила вот из того, что я сейчас пока что увидела, это именно вот классный вокал, классные тембральные особенности на высоких нотах, они очень пронзительные, эти ноты очень лирические такие, лирико-драматические, да, я не знаю, там про него говорили, что он от него академизмом пахнет, от него из всех троих меньше академизмом и бабкой пахнет, если честно, вот. Но, конечно, сказать, я понимаю, почему фанаты негодовали, я понимаю, почему не нравилось, я понимаю, я вижу, я чувствую, почему, то есть, да, другая харизма, более спокойная, по-другому человек раскрывается, может быть, не сразу раскрылся, скорее всего. Вот мне интересно что-то еще послушать, что-нибудь, давайте посмотрим, что тут у него, ну вот, ввожу Житников. А там, значит, Житникова опять обругали. Ну, давайте, например, вот это посмотрим. Еще раз «Осколок льда», 4-й раз. Я 4-й раз буду включать эту песню, мне кажется, я буду плакать опять. Я так понимаю, что это какая-то новая, более новая история. Унесла тяжелые тучи, над ним горьким сумраком полны. Появился какой-то свой тембр. Не могу сказать, что мне сейчас понравилось вступление, понравилось предыдущему больше, как-то немножечко, ну вы слышите, да? Но, anyway, появились какие-то свои нотки уже. Еще раз слушаем.
рисковато. Тяжелые тучи, но дни горьким сумраком полны. Мы расстаемся, так будет лучше. Вдвоем нам не выбраться из тьмы. Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста. Это оно. Все исчезло, не оставив и следа, и не знает боли в груди осколок льда. Я помню все, о чем мы мечтали, но жизнь не для тех, кто любит сны. Мы слишком долго выход искали, но шли бесконечно вдоль стены. Вот это вибрато мне вот не нравится уже который раз я его... Какая-то странная штучка. Стены. Какая-то бабка вылезла из склепа. Что это такое? Бесконечно вдоль стены. Опять же, простите меня великодушно за мои... Это реакция, это обзор, да? Не обижайтесь, фанаты. Я всех троих люблю. Всем троим шлю лайки и репосты. Каждый сам находит дорогу. Мой путь будет в 100 раз длинней. Но не виню ни черта, ни Бога. За все платить придется мне. Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста. Все исчезло, не оставив и следа, и не знает боли, в груди осколок льда. Короче, я поняла. Ну, в принципе, все то же самое. Единственное, что вот это вибрато иногда на некоторых моментах что-то как-то не слушается. Ну, лично для меня. В остальном, в принципе, я, да, тоже соглашусь, что у Михаила другие сильные стороны, и вы слышите супер стабильные высокие ноты, прекрасные. Я фанат. Михаил, ваши высокие ноты прекрасны. Я понимаю, что здесь именно вот эта тембральная часть снизу немножечко проседает чуть-чуть, да, относительно других двух вокалистов, но, кстати, в таких случаях плохой истории идет, если пытаются копировать, да, то есть если пытаются не находить новый звук для этих песен. Я понимаю, я как человек, заменивший тоже в свое время вокалистку и начавшая петь по-другому, я понимаю, что люди боятся менять иногда звучание, но мне кажется, у Михаила более такая вот, кстати, опять же, не слышу от него налета бабки, кроме вот этой вот академичной бабки, да, которая может кусать периодически вокалистов, в том числе и рок-вокалистов, как бы звучит все довольно свежо.
да, скажем так. Но здесь, чтобы я, например, бы делала, я бы искала свое звучание, и я бы искала как раз-таки более романтичное, попсовое звучание. Как мне кажется, оно бы хорошо сработало. То есть, допустим, не «Ночь», не с вот этого бы я начинала, но слышно, что у Михаила более мягкий такой вокал, и «Ночь унесла тяжелые тучи». Я бы больше в субтончик какой-то его увела, да, то есть если бы я имела право тут что-то говорить, скажем так, да, интересно было бы послушать, как его голос раскрывается в других смыканиях. То есть понятно, что у группы есть определенное звучание, если оно вдруг исчезнет, да, то есть, ну, может быть еще хейта больше, но с точки зрения, чтобы вот именно раскрыть вокалиста, мне кажется, здесь вот надо было поработать немножечко в другую сторону. Другая у него харизма, да, другой у него немножечко вайб, помягче бы, поспокойнее его вести, может, без вот этих странных штук. Но дни горьким сумраком полны. Очень стабильные ноты, там типа «мы расстаемся, так будет лучше», что-нибудь такое, знаете, типа прям не жизнеутверждающее вообще, да, как у Беркута, например. Беркут расстался, ну как бы будет лучше. Здесь как бы можно уйти вообще в закат, мне кажется, то есть как-то мне видится так его больше харизма, но с другой стороны хейт как бы он был неизбежен в любом случае с учетом ситуации, да, которую я плюс-минус там почекала. Но что я могу сказать, все втроем прекрасные, все по-своему замечательные, конечно же, все будут всегда хотеть вернуть Кипелова, конечно же, все будут хотеть вернуть Беркута, но у всех троих есть вот фанатская база, и группу, в принципе, ну, периодически это освежает. Я не знаю, как у них случилось, но смена как бы вокала, она иногда освежает, но тогда нужно менять концепт, подход немножечко к вокалу, да, то есть если хочется что-то прям кардинально сменить и продаться в новой аудитории, то надо немножечко все-таки вокал осовременивать тоже и пользоваться какими-то, все-таки следить за временем, да, немножечко, чтобы группа Ария чутка омолодилась. Для этого не только нужно молодого вокалиста взять, для этого нужно дать ему молодо петь, да. Непонятно, насколько спродюсирован был вокал, да, то есть я бы, как человек со стороны, абсолютно ничего не понимающий, да, я бы его раскрыла бы иначе. Друзья, мы с вами 4 раза послушали песню «Осколок льда», я думаю, что она у вас уже вот здесь, у меня нет, я еще 50 раз ее послушаю, я поплакала вам тут, да. Напишите, пожалуйста, кстати говоря, кто ваш любимый вокалист Арии, слушаете ли вы Арию, слушаете ли вы отдельно этих замечательных чувачков, дяденек классных вокальных теноров. И напишите, может быть, какие-то группы еще разобрать, где были смены вокалистов. Мне кажется, это очень интересная тема. Подписывайтесь, пожалуйста, на меня, бахайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. До скорой встречи. Люблю вас. Пока.